Приветствую всех, друзья! Сегодня мы с вами приготовим необычный и очень интересный бисквит, который готовится только на яичных белках без желтков. Его называют ангельским бисквитом или пища ангелов Angel's Food Cake. Правильно приготовленный бисквит получается очень нежным, пористым, вкусным, гибким и белоснежным в разрезе. Его вкус значительно отличается от привычных нам бисквитов. С ним получаются очень вкусные торты, но его также едят и самостоятельно. Для него нужны самые простые продукты, и готовится он совсем несложно. Самое главное – правильно и хорошо взбить белки. Итак, со взбивания белков мы и начнем. Белки лучше брать комнатной температуры, и они должны быть тщательно отделены от желтков. Желтки – это жир, а присутствие даже небольшой капли жира может не дать белкам взбиться. Соответственно, и посуда для взбивания, и венчики миксера – все должно быть чистым и обезжиренным. Начинаем белки взбивать на низко-средней скорости миксера до появления небольшой пышной пены с однородными пузырьками на поверхности. Когда они достигли этого состояния, не прекращая взбивания, начинаем постепенно подсыпать сахар. И когда весь сахар будет добавлен, продолжаем взбивать массу, скорость можно увеличить до средневысокой. Нам нужно взбить меренгу до полного растворения сахара, до сильного увеличения массы в объеме, до пышности, посветления, но не нужно взбивать до устойчивых пиков. То есть меренга должна получиться стабильной, хорошо держать форму, но клювик на венчике должен оставаться слегка эластичным. А если меренгу взбить очень плотно, то будет сложно вмешать сухие ингредиенты, и во время выпечки в духовке бисквит может опасть. И это скажется на его текстуре. Он не будет таким воздушным и нежным, будет плотным. В самом конце добавляем лимонный сок и взбиваем его до вмешения. Посмотрите, какой должна в результате получиться меренга. Теперь через сито вводим в один прием сухие ингредиенты, муку и кукурузный крахмал. И лопаткой, не миксером, аккуратно вмешиваем сухие ингредиенты. Долго стараемся не мешать. Как только ингредиенты объединились и тесто стало однородным, сразу останавливаемся. Нам очень важно сохранить объем и воздушность взбитых белков. Если комочки муки не расходятся, то можно сделать буквально несколько оборотов венчиком, но недолго и аккуратно. Тесто готово, посмотрите, каким оно должно получиться, оно достаточно густое, но очень воздушное. Сразу же выпекаем его, и духовка обязательно должна быть заранее разогретой. Температура выпечки бисквита 180 градусов. У меня бисквит в моей духовке выпекается около 40 минут. На поверхности бисквита образуется румяная корочка, а если вставить в бисквит деревянную шпажку до самого дна, она должна выходить чистой. Кстати, высота бисквита практически не изменится, будет та же, что и на начальном этапе. Готовый бисквит остужаем на решетке головой вниз. После полного остывания аккуратно достаем его из формы, заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник на несколько часов. Посмотрите поближе, каким получается бисквит. Здесь он у меня еще теплый, он очень нежный, воздушный, буквально дышащий. Далее бисквит нарезаем на нужное количество коржей. С бисквитом очень удобно работать. И посмотрите, каким он получается в разрезе. Он пористый, очень гибкий и красивый, белоснежный. А еще он очень вкусный. В следующем видео я соберу с ним нежнейший торт, так что обязательно попробуйте приготовить такой бисквит. Друзья, у меня на этом все. Я, как всегда, вас всех благодарю за внимание. Оставайтесь со мной на связи и до новых встреч!